Привет, друзья! Мы в Хайфе. Перед вами здание правительственных учреждений. Здесь именно вот в этом выс- высоком небоскребе, как Это же правильно сказать. кукуруза, Да, его называют знаменитая кукуруза. знаменитое, да. Его называют кукурузой, парусом, ракетой. Вот. И в этом здании вообще-то должны находиться министерства. Но из-за того, что в прошлом году сюда рядом попала иранская ракета, оно сейчас на реконструкции. Но заметьте, рядом с кукурузой находится мечеть. Видите минарет, который покрыт темной тканью ну, из-за того, что там ремонт? Вот сюда, вот прямо в мусульманскую, можно сказать, святыню попала ракета иранская. Видимо, как-то не щадят они друзей своих, да. А в Хайфе как раз в нашем социуме очень даже легко уживаются евреи и арабы. И не знаю, есть, наверное, среди них, среди арабов, я имею в виду, те, кто приветствуют там какие-то неприятные события. Ну, наверное, ведь без плохих людей не бывает хороших, да? Но по сути своей Израиль никогда ни одного араба не лишил прав, а только дал дополнительные. То есть у нас Саш, мы не верим. ну, как хотите, не верьте. Но вот при поступлении, например, для арабов очень много есть скидок, бонусов при поступлении в вузы. Например, если израильскому ребенку, еврею, нужно высший балл по математике, то, скажем, ребенку из арабской семьи достаточно балла, это называют 3 ехиды, то есть как бы на третьем уровне, то есть не на пятом уровне, а на третьем, половина практически. Прекрасная Вот. вещь. А вот это что? Это я вот смотрю просто на это какое-то историческое что-то же, да? Да, это остатки конструкции, которые, ну да, которые только начали восстанавливать. Вот там сейчас мы увидим, есть уже уже восстановили вход, Прямо и в продуках, да, да. и мы находимся, я должна тоже отметить, что мы находимся в нижнем городе города Хайфа. Нижний город – это на иврите Ир-Тахтит. Когда-то это было самое престижное место, но сейчас, к сожалению, оно в таком немножко состоянии упадка. То есть здания уже разрушились. Вот здесь есть даже вот такие вот уникальные исторические какие-то артефакты. Вообще это часть вот этой вот мечети, Саш. Вот это вот, Да. как это называется? То, что я снимал там, да? Да. Развалины это называется, да. И вот это часть вот той мечети, от которой мы отошли, которая около кукурузы находится, около министерства. А вот сейчас мы с вами заходим на площадь Парижа. Откуда в нашем благополучном Израиле Париж? Ну вот так вот. Мне кажется, честно, это чисто моя теория. Когда-то, когда еще Израиль был оккупирован османами, еще до Первой мировой, когда Теодор Герцель собирался еще только в Базеле, там свой конгресс и пытался, значит, собрать средства на выкуп земли вот в этих странных наших там запустевших уже территориях, да, где евреи жили в Иерусалиме и в Твери, наверное, только в 2 или 3 городах, очень конкретно жили. Вот. Тогда денег выпросили у семьи Ротшильд. Но эта семья Ротшильд, у нее же 2 ветви, английская и французская. И вот выпросили у французов, ну они евреи, просто жили в диаспоре, что ты хочешь. Выпросили у французов, Ротшильдов, французов. И заметь, у нас есть в Зихрон-Яков сад, в городе Зихрон-Яков есть сад имени Ротшильда, огромный ботанический сад. Да. Вот, потом, Что-то да, хотел вот, сказать да. просто, ребята. Ребята, а мы с ними виделись, по-моему, на Мерказа Кармель. Шалом. Окей, кой бы седер. Вот, всем нравится, да, что это, кстати, ребята арабы, и им нравится, что мы тут идем, снимаем, они что-то даже никому никаких вопросов, да, что вы нас снимаете. То есть им нравится, всем евреи и арабы живут здесь вместе. Интересно, это что?
Вон там я могу сказать, смотрите, вон там часы, да, и там на часах эти знаки зодиака. Это вообще чисто такая тема. Здесь вообще очень любят, в Израиле очень любят все эти знаки зодиака. Я не очень понимаю, как это вообще связано, но всем нравится, короче. А вон там кафешки. Это чисто прям Италия, вот посмотри, впереди. Такое ощущение, что не в Израиле, а в Италии. То есть мы с площади Парижа, из Франции плавно переходим в итальянскую улочку. Смотрите. Вот мы сейчас заходим с вами в маленькую Италию. Как мне кажется, вот эти улочки, которые идут от площади Парижа, кстати, мы не показали, у нас на площади Парижа находится самая нижняя станция самого маленького метро в мире. Наше метро называется «Кармелит». Кармелит, да. Да. И вот мы потом его покажем обязательно. Вот. И сейчас мы с вами вот идем по этим улочкам, они пешеходные, в течение дня по ним иногда проезжают какие-то там автомобили, чтобы добраться на работу, потому что здесь много адвокатских контор, правительственных каких-то зданий, и, ну, конечно, много обслуживающего сервиса, а вечером это превращается все полностью в кафе, то есть прямо на проезжую часть поставили. Пройдемся, нет? Через вот прям через. Попробуем, давай, попробуем. Пробиться? Давай. Да, попробуем. А ты уже расскажешь. Хорошо. Вот. И прямо на мостовую поставили столы, то есть расширили территорию кафешки. Все, и теперь все эти улочки заполнили гости. Это и туристы, это, конечно, и жители, и студенты. Здесь очень много, буквально через дорогу, несколько университетов. Есть университет Птуха, это открытый университет Израиля. Есть несколько ульпанов, например, ульпан Эцион. Это считается самый лучший ульпан на севере Израиля, потому что это не просто какой-то курс иврита. Ульпан – это курс, где изучают иврит. Считается, что ульпан Эцион – это не просто курс иврита, а это факультет иностранных языков университета Хайфа. То есть это лингвистический университет, только где преподают иврит как иностранный язык. Вот, это все здесь. А сейчас тем более идет Мондиаль, и у нас очень много людей, которые любят делать ставки. У нас разрешены в определенных местах ставки на спорт, и у нас это законно только в определенных таких центрах. И сейчас они собираются, и все болеют за футболистов любимых, да, и поэтому мы вот сейчас пытаемся пройти. Это еще не самое такое шумное место. Это еще, может быть, не вечер, конечно, может, еще подойдут люди. Но мы, правда, идем сейчас не в самом таком людном месте, буквально на соседней улице, там гораздо больше людей. И даже вот мы общались с друзьями и провели там сегодня интервью с Виктором. Кстати, рекомендую очень к просмотру, оно выйдет в ближайшее время. Виктор занимается разработками AI, новых моделей, занимается искусственным интеллектом для обучения людей к принятию решений, чтобы сделать жизнь людей более качественной. Он считает, что его разработки улучшат жизнь. Сам он кандидат технических наук и имеет степень PhD. И, в общем-то, он математик-теоретик, но очень его подход к жизни очень удивляет и очень мне был приятен и интересен. Ты можешь рассказать вот про этот метронит? Про что? Про мелит? Метронит. Вот. Про метронит. Да. Слушайте, у нас есть, да, интересная такая особенность транспортная. Только в Хайфе есть такой автобус, для которого выделена линия. То есть он практически не стоит в пробках, нигде не задерживается. Его время рассчитано, как в метро поезда ездят, там 1 минута, там 2 максимум до каждой остановки. Он ездит часто и постоянно, и во все выходные и в праздники, только там расстояние между автобусами уже удлиняется по времени. Вот. Но это было изобретение в Хайфе, это супербусы такие, которые вот уже много лет делают Хайфу наиболее привлекательной для жизни. И большинство репатриантов выбирают Хайфу именно потому, что здесь есть транспорт в субботу. А как известно, шаббат – это время во всех других городах Израиля, когда ничего не работает, транспорт не работает, магазины закрываются, и только в Хайфе есть возможность передвигаться вот там, где ходит метронит.
Вот, и люди выстраивают так свою жизнь. И это интересно. Да. Вот. Ой, еще один. Вот такие детки у нас тоже на самокатах. Это мы с вами идем все вокруг, Вокруг Парижа. да, вокруг Меркас, это называется Кикар Парис, площадь Парижа. Ну что, Ничего, прикольненько так. не знаю, может Да, быть. Да, друзья, у нас это такое спонтанное, подержи. У нас это такое с Аллой спонтанная съемка. Мы решили просто выйти, прогуляться здесь. Я приехал, вот, чтобы снять интервью. И мы решили просто записать, пройтись вот в этом районе, вот возле этой площади, да, как площадь Парижа. Вот. И так вот прогуляться по вечерней площади и вот показать вам, как здесь красиво. Вот, немножко Аллочка рассказала какие-то моменты, и я думаю, что это будет интересно. Если вам будет это интересно, такой формат, то можем как-то вот так выходить, записывать и снимать, поэтому подписывайтесь, в общем, да, подписывайтесь и пишите комментарии, если на самом деле вам это нравится и вы хотите такое видеть. Ставьте лайки, да, колокольчик обязательно, да, поэтому все. Подожди, стоп. Вот ты пару слов, и мы заканчиваем. Давай. А мне чего? Ну, просто Ты же попрощался привет. уже. Ты А я, да, я вас всех приглашаю в Хайфу. Если вы еще никогда не были в Израиле, то когда вы прилетите, то... Да. Да. То когда вы прилетите, первым делом вы можете, конечно, посмотреть Тель-Авив, но потом обязательно вам нужно приехать на север, в Хайфу, и пишите нам в Галиль ТВ, и мы сделаем вам экскурсию вживую.